Всем доброе утро! Мы уже на арене, мы подбросили монетку и выбрали сторону. Давайте спросим у нашего тренера, как у команды дела. Всем привет! Дела нормально, настроение боевое. Собираемся выигрывать 4-0, все заряжены на победу. Все проснулись, улыбнулись и готовы ебать. Кит, как у тебя дела? Готов ли ты к матчам? Yes, we're ready. Ready for a 2-0. Ready for the next match as well. Draft ready, players ready. Motivation есть. И все. Болейте за Team Spirit. Мы точно будем выиграть. Ебать. Марл, мы сейчас играем против ВСГ. Почему вы не играли с ними праки? В чем проблема была? Они наши первые соперники. Нет смысла просто показывать им какие-то свои заготовки. И они были в Азии. Ну да, они играли в Азии до этого, тренировались там. Кика, из-за того, что они играли в Азии, могут быть какие-то проблемы? Да, они играли с более сильными противниками на праках, но это не делает игру лучше. Да, они, получается, играли с лучшими командами Индонезии, но при этом мы тоже не пальцем деланы, и у нас тоже есть опыт против азиатов. То, что они к нам приготовят, у нас с этим не будет проблем. Я думаю. Матч начнется с минуты на минуту, а я пойду спрашивать фанатов, почему они болеют за Team Spirit. Расскажите, пожалуйста, за кого вы болеете? За Team Spirit? За Team Spirit, получается. Как давно знаете команду Team Spirit? Ой, самых почти истоков. А что ожидаете от игры? Ожидаем мощного финала, как в прошлом году. До 12 часов ночи, как минимум. Как вам вайб? Как атмосфера? Great vibe, very good, nice. Плотно, сочно, I мощно. think Team Spirit can win, by Can the win way. this Yes. game, yes. 3-0. 3-0. 3-0. Пару кредитов смехом погасили. Какой счет будет в первой игре? В первой игре, скорее всего, 2-0, потому что все-таки, мне кажется, Team Spirit сейчас очень сильны, и несмотря на то, что было у ВСГ и Bootcamp в Индонезии, но две замены есть две замены, и за 2 недели тяжеловато как-то вот ситуацию это наладить. В целом, Team Spirit. Пока да. Конечно, есть еще матч Mad Bulls против Brute Force, но посмотрим, в какой они форме, и учитывая, что это лан-соревнования, возможно, у них будет проблем, потому что все-таки у Team Spirit опыта гораздо больше. Ну, с М1, извините, это серьезное преимущество. Что ты можешь пожелать зрителям сейчас? Только получать удовольствие. Такие события происходят очень редко. Ну сколько? 2 раза в год, да? Ну еще благо, если есть возможность поехать на международный чемпионат. Но надо просто веселиться, надо брать от этих матчей все, впитывать эмоции, впитывать сцену, общаться со своими там любимыми игроками, фанатами, общаться вот с этим вот Рекстрилычем. Я мимо хотел пройти просто. Болеем за кого? Да Team Spirit! Кто сильнейшая команда региона? Team Spirit. Ну все-таки да, наверное, Team Spirit я ставлю. Что пожелаешь зрителям? Побывать здесь. Если получится в этот раз, прийти на следующий, в любом случае. Наслаждаемся, ждем матча. Зрителям желаю лишь получать удовольствие. Болеем за Team Spirit. Ну прокидывает, он все-таки свой флаг. Каждый Марлонов погибает в этом моменте. Остается еще каретка. Мы знаем, как Сансет может соло-дэмэдж. Мы знаем, мы видели неоднократно на международной арене, и этот Крип погибает. Просто отпушит ультимативно сверху, но пытается просто трудно это победа. Первая карта за ними. Релакс, calm down. Мы даже если проигрываем, идем в нижнюю, играем там с кем-то. Например, у нас Матильда вышел, хоп-хоп-хоп-хоп. Я тебя обратно. На другой сайт инста пошли, они идут на этот сайт. Ничто не понятно. Отхиливает, кастует лорд, да, и он кастует сейчас Т3 вышка, при этом Флик также выезжает по сопернику. Что? Это что вообще? Отправили Диксона ультовать неплохо, кстати. Диксон все еще живет до самого конца. Флик выиграет большое количество урона, вместо до конца делает килл-бомбы. Но не хватает даже быть сезон, тут Диксона забирает, он так погибает. Оказались невыгодным для себя положение, ребята, с командой Виктор Согрен, при этом еще там имеется. И выходит, он пытается Гига взорвать, но Диксон забирает, Гига забирает, но при этом Филустрем команда Team Spirit. Надо бежать, потому что можно сейчас вообще закончить эту игру. Это заливочный? Ой-о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 й. У него флик, у него нет ульты. Что? Промахивается, да! Нет крипов, нет крипов.
Нет, Кришну. Что происходит? Они задефали все-таки. И при этом, смотри, там Т3 вышка в топе все-таки упала. Кит-бомба живет до самого конца. Диксон ультимативная Кит-бомба погибает все-таки. Флик ответно погибает также. Ультимативная Марсаману забирает его. И все. Это не давится. ВСЖ одерживают победу! Мы хотели 3 дня, давайте не будем кривить душой, и говорили, ну, так, мы знаем, что точно Team 4-е Spirit, место Team Spirit, да. ВСЖ, 4-е место выжить. Все, не работает. ВСЖ уже как минимум 3-й. У ребят началась автограф-сессия. Все фанаты Team Spirit в одном месте. Скажи, пожалуйста, кто из игроков тебе нравится больше, твой любимчик? Кит-бомба. Скажи, пожалуйста, почему? Ну, во-первых, мне он нравится как человек, да, то есть за ним очень интересно наблюдать. И мне, собственно, нравится то, как он играет, отыгрывать на лане. Я благодаря нему начала играть на одном из персонажей, поэтому вообще просто обожаю. Скажи, пожалуйста, что бы ты хотела пожелать нашей команде? Конечно, только победа. Если это не так, то, ну, все впереди, ребята. Вы самые лучшие, я вас просто обожаю. Спасибо, что вдохновляете нас. Как тебе вайп этого турнира? Очень классно, тут много всяких мини-игр есть. Там летняя терраса еще, и это просто потрясающе. Кто из игроков тебе нравится больше? Из Team Spirit, наверное, Кит-бомба. Почему? Он потому что на опыте стоит, это тяжелая работа, там 100 надо тащить. Что бы ты хотел пожелать нашей команде в будущем? Ну, чтобы прошли финал и выиграли. Какой твой любимый игрок? Мой любимый, я как эксперт выбираю Кит-бомбу. Что бы ты хотел пожелать нашим игрокам в будущем? В будущем, чтобы выступили на М6 очень хорошо. Привет! Ты истинный фанат Team Spirit! Уже как 2 года. Как ты нашел нашу команду? Ну, я узнал через Телеграм, что они будут именно в Алмате выступать. Я такой, ну, раз уж я в Алмате, тут я останусь. Что бы ты хотел пожелать нашей команде в будущем? Победу! М6 номер 1. В М4 мы М5 взяли 4 место, но это уже достижение как минимум. Я очень рад. У ребят стартует катка против Mad Bulls. Готовы и заряжены побеждать. За победой! Конечно. Няна получил всю нужную информацию. Подброс не вовремя, Липпе! Кто-то прострел здесь из Синандр, поэтому кто-то, тем не менее, Марл. Догнал Смайт вовремя! Маньяк на развороте дает стан Гика. Все-таки его здесь передамажил. И он уходит на лоу КП. Кит-бомба вырывается лавли. Что-то подброс по троим. Тут же в ответ врывается Синян, но его закрывают. 1-4. Самый ультимейт, он нажимает Гика, добивает Синяна. Капец, дальше Маньяка забирает также. Забирает даблкил. Даблкил здесь для Кика. Марл также забирает для себя килл на Маньяка. Райнер. Стан солит и ловит провокацию от Фредрина. Ему здесь точно не жить. Он отправляется в таверну. Минус 4. 2. Team Spirit играет дрон. Неужели они это закончат? Они заканчивают эту игру. Ну, это было очевидно, друзья. К сожалению, для команды. Because we will just take ball. It's what PSG did with us, but this time I just did with them. Алло, продумывайте сейчас драфт. Как Юсик это забрали там, прям опять ситуация. Для него там Маньяк. Что за кнопка урона, где она? Гика на интервью обязан как-нибудь дать ответ, как же эту кнопку урона нашел Риппер. Туда же даблкилл. И неужели триплкилл для Гика? Нажимается ульта от Райнера. Гика сделать будет ли триплкилл здесь? Триплкилл для Гика! Это победа во второй карте Team Spirit, и ровно ставьте здесь, ребята. Что за игра зубодробительная от Team Spirit? Когда 60% хп у черепахи. Он не ультует, я вывел. Не-не-не, я хочу. Так просто ультани, похуй. Да. Просто делай 50 на 50 черепаху и все. Я буду. Просто ультани, похуй. Стой. Да я не могу, если черепаха full хп. Блять, релакс, парни, просто в следующий раз это сделайте и все. Да. Just do it next time. Загрелся. Сразу тебе МП дали. Ну и ты мои ульты видел? Все ульты реализованы, которые я дал. Да, блядь, заебали. Опа, телепорт у Райнера здесь как будто бы тут. Первая на инициации, неплохо прыгнул Юсик, у тебя отвалили. Стянка, не получится ли? Нет,
Плюсик погибает. Есть продолжение. За следующим погоня. Следующий раз. Ой-ой-ой! И забирает еще одного за минус 4 в исполнении команды Team Spirit. Сейчас просто а там еще пачка, там еще пачка. Тут Риппер падает. От команды Mad Это победа. Старый бог. Бля, кто пиздел? Я всю карту соло колю. Чё ты говорят буду, бля? Я сейчас в потоке, блядь. Вы ебанутый. I will go to hotel. I will lay down, sleep early, shower, and tomorrow we'll be in full focus. Расскажи со стороны тренера, что ты ощущал, как ты задрафтил? Ну, короче, Марл недоволен, что он на баксе, в тильте. А так, в принципе, обсудили, предположили, что они будут делать. Они так примерно плюс-минус пошли по тому плану, который мы хотели. Поэтому, в принципе, все норм было. Главное, что после поражения ВСГ парни очнулись и плюс-минус начинают набирать форму плей-оффа. Мы уже на арене, вы готовы побеждать. Спросим игроков, как они изменили пики или баны для того, чтобы выиграть ВСГ сегодня. Перестроили вы как-то драфты? Изменили ли как-то пики для того, чтобы победить ВСГ в этот раз? Нет, мы просто играли плохо, поэтому проиграли. Sunset, почему вы вчера проиграли этой команде? В чем была проблема? Кто-то, не знаю, может, не проснулся, не был уверен в себе. На этот раз вы готовы побеждать? Конечно, кровь почувствовали. Уже не отпустим. Team Spirit Champions! Еще раз. Team Spirit Champions! Еще раз. Team Spirit Champions! Руслан, первая катка уже стартовала. Как ты оцениваешь наши шансы и как тебе наш пик? Все пошло по плану, в принципе, по пику. На что рассчитывали, то и сделали. Поэтому, в принципе, уверены в своей победе и будем закрывать и идти в гранд-финал. Вы пикнули Лаи с интересной ультой, но они пикнули Валентину, а Валентина может красть ульту. Как вы относитесь к этому пику врагов? Ну, там работает так, что если Валя ультует, у нее большой КД, поэтому на это без разницы. От Dishonored подходят сюда обе команды и будут противостояние, будет какое-то плотное 5-5, пушит Марл опять очень вкусно, но не рановато ли он отдает ульту, Рейдиот здесь пытается утонуть, не дает ему здесь Сава, подброс, все-таки Dishonored, юзает ульту Минотавр чуть попозже, Сава преследует, отвлекает, Диксон совсем на лоб ходит, но стаки четко не дают ему это сделать, Фика достреливает Dishonored и выгоняет оппонента по итогу 3-0. Все, и Sunset Lover пытается улететь на своей ульте отсюда подальше, во свояси, ни с чем просто не связываться и не заниматься. О-о-о, ульта Луи ответная, но... Ой-ой-ой, куда же эта ульта пошла? Dishonored живет до последнего, надо просто наверное, дом. Пытается на Тамаш Пакика тут же ультать Dishonored. Все-таки у нас есть какой размен или нет? Нет, размена не будет, и это минус 3 в пользу команды Team Spirit. Это КГ, победа команды Spirit на первой карте. Друзья, ну это был просто бомба! Ребята, дайте комментарии, как вам катка? Очень легко. То, как должны были сыграть, сыграли, поэтому было легко. Легчайшее для величайших. Не могут вообще никак сбить Феррагу, этому X-Боргу, постоянно его выхиливать Минотавр, залетает Рэнзио прямо с состава оппонента, сбили Феррагу, взрывает флик, забирает Лорда для своей команды Марла, так за Фика. Завершит Рэнзио Марлон, также флик уничтожает в ответ по Диксон, идет играть Диксон. Должен тут отправиться в таверну, первым скиллом добивает даблкилл для Кика здесь, должны сбить также Феррагу, возможно забрать еще и флика. Трипл-килл для Кика и Лорд супер быстрый. Его Team Spirit задефует без потерь. Марлу подброс пошел, по итогу Патрон. Но Team Spirit просто играет в него, это КГ. Это нужна победа, но нет против этого, нет, стоит Лорд. Просто играют патроном, ребята из Team Spirit, это победа! Sunset, как тебе катка? По плану. Ну, там были маленькие косячки, а так, да, по плану все. Лил, стартанула третья катка. Почему именно такие пики? Ну, это стабильно уверенный наш пик. Они долокали 3 милишника без мувспида, и мы инста закрыли это Лилией. Забанили им
всех героев, которые могут как-то передвигаться. В принципе, полностью выигранный драфт, поэтому жду хорошую игру от своей команды и выходим в гранд-финал. Почему ты пикаешь Марлу именно танковых лесников? Почему ты не пикаешь обычных лесников-убийц? Фред — это, в принципе, тот герой, который метовый, вот. А тот же Барац, опять же, это все-таки флекс-пик, который позволяет мне отправить, как и Марла, на Барате в лес, а так можем и взять какого-то альфу или убийцу. Поэтому это все зависит от пиков оппонента. Почему флекс это важно? Потому что когда ты имеешь пару героев, хотя бы там, допустим, Барац, Роджер, флекс, то людям тяжело понять, что им долокать, как лучше законтрапикать нас. И опять же, на второй стадии банов они не могут определиться, что лучше забанить. Пойти по одной роли или по другой, и это плюс для команды. Фарма — это еще не конец. И прямо сейчас команда ВСГ попробует докатать по флику, идет сразу. Живет флик до последнего, пытается его зацепить. Он не задержал, команду бьют на фонтане, центральная вышка падает. И Team Spirit очень близки к победе. Ультиматум пошла так на расстройство сезона. Пытается прокалить, но прыгает слишком близко. Ему опаляет скилл от Марла, по итогу пришиблен. Старфайтер никуда, но Докс живет, пытается просто дерпать Тавр, но у него не получается играть геймпад героев Team Spirit. Это конец! Это победа команды Team Spirit! Они это сделали, друзья. Я понял, насколько ваша поддержка реально важна. И спасибо вам огромное за эту поддержку. И продолжайте болеть за Team Spirit, и мы будем вас радовать. Эмоции, друзья, проводите самый гранд-финал на турнире аплодисменты. Can you intervene fast, relax? Sure. Relax, you said? You said the word relax? Ебанутый? У нас все хорошо было. И колы, и драфты, и пики, и макро, микро, понимание игры. Лидеров. Это правда, если что. Видите, он все это подтвердил, поэтому все вот это у нас было лучше. Я орал на сцене, а я сказал, что они бип. И что они бип, не могу сказать, я думаю. И все. Просто ментально лучше, игра лучше, мы просто лучше, чем СД. В прошлый раз у вас не получилось. Вы проиграли 2-0. Как так получилось, что вы сегодня закрыли их 3-0 без шансов? Потому что понижнее, это дефолт. Играли в свою игру, просто как уменьшили. Вы вчера очень много потратили времени на обсуждение той карты, той серии игры 2-0. Почему в прошлый раз не получилось? Не были в потоке просто. Самые первые игры кто-то нервничал, кто-то там ошибался. Вот и привело к поражению. Ну, во-первых, мы не обсуждали наши игры, мы инстантно начали готовиться к следующим соперникам. Мы просто настраивались и как раз входили в режим, который должен был быть изначально, чтобы выиграть в СГ 2-0. Вот. Но ничего страшного, опять же, не произошло. Ну, лучше включиться поздно, чем никогда. Соответственно, мы включились, выиграли, и все. Ну, я просто их вообще не верю. И за это была мне очень хорошая игра. Но после этого сегодня я их верю. И я сделал много фокус для мой шот-колс в игре. И я понимаю, что нас надо делать в игре, потому что это была топ-1 проблема для меня. И все. Как вы справляетесь с тильтом? Я не тильтую. Короче, мы просто знаем, что мы сильнее. Если что, они выиграли, потому что это было best of 3. Если это было best of 2, это точно какой-то реверс sweep было, потому что мы после этого сразу понимали, что надо минус бан. И я думаю, что Brute Force показал, что они сделали без минуса. И мы сегодня тоже. Даже если мы проигрываем полностью карту, мы знаем, что нам нужно найти момент один для камбэка. Болейте за Team Spirit. Итак, у нас уже начинается гранд-финал. Ребята, дайте комментарии про гранд-финал. Прекрасно все. Ждите побед. Секундные аплодисменты. Эта команда еще не стала поражением в финале. Он дамажит Машера просто Кит-бомба? Секунда, нет у него хп, а вот и Машера находит шанс для использования своего ультимейта. Коджик раскатывается в кит-бомбу, кит-бомба погибает. Во все кнопки Проблема отдали! будет у Маркона даже.
в пользу команды Team Spirit, но файт продолжается. Даблкилл! И Black Mark в этом моменте отступает. Коджик попадает первое. Хороший урон. 500 золота Ой-ой-ой. разница. Не полетят. Полетели! Они прилетели просто на Махера! Что? Как это Минус возможно? Коджик, минус Область Коджик. наказания по Коджику доигрывает, по Это Коджику. ГГ. Он минус, да, это скорее всего ГГ, хотя Кика. Только содержится, Фангор раскручивается неплохо, Минус но Марбон, Black Mars. минус, Black Mars, минус даблкилл. Триплкилл должен быть для Кика, последняя отышка, да, это триплкилл. Вот это Тимфайт! танцует. Кика танцует на своем клауде. Игра завершается победой Team Spirit. Сансет, я за это не хочу рапануть, и вообще невозможно заход. Да при чем тут он катится может? Он рулит 3 раза заход. Я знаю, что они сейчас типанули что-то, но у них это Диман и Вертинг, maybe он сказать что-то, я не буду. Да, просто их ебать. При этом крипы-то с базы выходят очень мощные. На их деп уходит некоторое время, а здесь даже не могут крипов подвести. По Савочу скидывается Марбон, не хватает урона, застанился он под вышкой, отступает, забирает Савоча. Должен доигрывать по китбомбе уже Блэкмарк в этой ситуации, но как же он прыгает, как же он носит Мару, дальше будет погибать. Это победа команды Brute Force. Счет становится 1-1. Просто стой восьмерки. Зачем ты туда летишь? Зачем? Просто стой восьмерки. Ну. Конечно, у тебя сильно домашний. Мы им не отвечаем. Они просто с СТСом стоят и кидают скиллы. Ты не можешь ответить. Просто стой, ну типа Ты жди. первую черепаху должен отыграть. Я тебе говорю, не захавай первый вексаж. Куда ты на красный пошел? Кико, китбомбы перебрасывает, еще сверху стан, не дают нажать область наказания Марбона, нажимает в последний момент, но Кика мансует. 4-1-2, это тот самый Москов, которого вы не ждали. Ультимативно, он прямо на Коджика прыгает, и Коджика пытается закрыть, но выхиливает по короче неплохо, но дальше Кика идет. Минус Коджик, и Хико, а может быть маньячка второго, она нашла в финал. Да, маньяк для Хико. Да, в этой встрече еще, наверное, как-то проявит себя, попытается, как минимум Фангора возвращает, Марко уже забирает, и Team Spirit играет по трону. 2-1 в пользу команды Team Spirit. Блять, ты меня погладил, я разъебал. А я говорил, гладить его надо нахуй. Я не знаю, поставим баланс какой-то, нет? Я в ахуе. Он шотает любого. Миносик, блядь, кому отдали? И нас тоже ебать, но только при том, что мы закайтили на что-то. Лил, алло, когда скажут пик? С этой молнии. У Блэк Марча есть MVP, Андрей. А тут нападение на Марбона. Марбон отомщение нажимается на китбомбу вместе с Кика. Должны забирать Марбона. Фангор отхиливает, но это не хватает. Марбон погибает, Марбон действует дальше. Коджик. Неудачное приветствие Зетона совершенно Кика. Может уйти, отчисление нажимается, отчисление вперед идет. Дерется с Коджика, пытается его зафокусить. Минус Коджик. И погибает также Фангор. Марчер остается одним в этой драке. В это время Блэк Марч забирает Лорда. В это же время Блэк Марч просто бьет Лорда и Т3. Потихоньку на ботлине падает у команды Спирит, но Марчера погибнет. Это просто тянут время ребята из команды Brute Force. И Блэк Марч собирает Лорда в соло. Блэк Марк уже готов врываться, но китбомба против этого Саволь. Как же он Нет, не смогут! по трону. Команда Brute Force, то, чего мы ждали. Никто не отменяет того, что драки хорошие Спирит проводили, но вот где-то чуть-чуть что-то не идет. Как будто бы вот где-то в каких-то файтах лишний косарик фарма хикану, и он бы там в соло заканчивал многие моменты. Да. Но здорово, он на ускорение уходит, и у Машера уже могут быть проблемы. Отдал смайт Марл, и если не выживет каким-то образом, Машера нет, не выживает. Марбон заскакивает, но этого недостаточно. Санса делает подстрелки, бомба залетает уже с ультимейта. Блэк Марк и успевает добраться до своих оппонентов. Его тут же забирают, вдвоем остаются игроки коллектива Brute Force. Пытается прострел делать первый и второй Сансет, но, наверное, все-таки сходит, заберут Лорда, а потом уже вернутся. Вперед на Марч, Марч дэпает, Блэк Марч дэпает, но китбомба пытается его отзонить, и, скорее всего, не хватит ресурсов, хотя ультимативная пошла. Фангор выживает, при этом Машер уходит на базу, но все-таки это ГГ, 3-2,
ребята, понимаете, что Фред вообще бог-герой? Когда Машерон играл на Фреде, все, просто мусор. Когда Маз играл, free win. Кипом погибают. Минус 1 уже от команды Брутфорс. Дальше можно также за Марлом в погоню. Ультимативная от Москова. Но это даже не так важно. Они хотят просто сыграть трон, возможно, потому что еще есть Марбон. Марбон также пушит Т3 Тавр на ботлинии. Они спушили все Т3 вишки. Не осталось больше объектов у команды Спирита. Остается только трон. Марбон врывается в Славру. Тут же убивает флик. Марбон играет до самого конца. Есть Паша ультимативно сверху. Кидает по двум героям. Туда же Марбон прыгает. Минус огонь. И дальше играет по Санславру. Санславр страдает максимально сильно. Санславру может забрать. Т3 Втором улетаю. Что? А вы приходите позднее, вторым темпом. Я это сам вижу в игре. Что с этим делать? С Марла пытаться это быстрее пачку запушивать. Сам. Заходить с Марлом, запушить быстрее пачку и выходить первым темпом. Да, и начинают бить лорда ребята из команды Brute Force. Машер выходит вперед, Блэкмаш также нашивает. Марбон залетает, по Китбомбе отыгрывает. Китбомба, есть информация по его позиции. Астральный Эхо по четверым. Залетает также по Марбону. Марбон живет на самом конце. Последний удар сверху еще. Достается по Хика. Хика Марбона собирает. Также прихватил Китбомба. Тиммейту Блэкмаш пытается влеговать и настреливать. Дальше ударит на север. Это против довольно хороший, но не хватает того, чтобы был Блэкмаш. И Блэкмаш просто уходит отсюда. А в это же время команда Spirit собирает для себя очередной объект. Какая-то там скоротовка не подается от Славы. Это даже не так важно. Закидывает Блэкмаш. При этом скидает. Привет, Сетбетона. Кого-то скидает. Бамбушки. Пошли Машер. Уже больно Машер живет до самого конца. Пытается цепиться. Марал! Отзонил двух. И это все. Это все. Гугет. Team Spirit. По результату подборки аплодисменты! Итак, игры закончились, вы победили. Что можете сказать о этой серии игр? Серия была довольно сложная. Не все получалось так, как надо. В каких-то моментах сильно ошибались, в каких-то моментах просто не везло. Вот. Но все равно исход мы все уже увидели. Победили с счетом 4-3. Эмоции положительные. Почему вы все-таки проиграли 3 карты? Ну, я не знаю, как это получалось. То есть, первую игру мы выиграли, у нас был даблпик. Потом противники выбирали сторону, они выбрали ФП, они выиграли, проиграли, выиграли, проиграли. Так повторялось всю серию, я был в шоке. Но самое важное, когда мы уходили в каморку перед финальной игрой, я чувствовал, что мы точно победим. Ну, у меня прям в голове щелкнуло то, что это точно победа. В итоге вышел очень удачный драфт. И мы одержали победу. Вот. Эмоции просто зашкаливали. В момент победы я был невероятно рад. Это мой первый лан-турнир, где я победил. Получил МВП. Чуть, не расплакался на сцене. Вот. Почему некоторые игры были очень простыми, а некоторые игры проигрывались в салат? Проблемы в драфте? Нет, 100% нет. Просто есть пики, в которых, если ты ошибся на старте, то дальше по игре уже будет очень тяжело. Плюс не всегда у нас получалось находить момент для камбэка, вот, потому что был слишком большой перефарм. Несмотря на это, все равно мы не тильтовали, вот, и знали, что победим следующий. Какие пики были фатальны? 3 игры мы проиграли, у них был Москов в 3, а в 2 Эстес. Москов очень герой, он очень сноуболящий. То есть, если ты ему даешь начальное преимущество и так далее, то он не оставит в покое ни тебя, ни вышки твои. Он очень хорошо пушит, сплитит, он взрывает пачки, взрывает объекты. Он может стягиваться с одного на противоположный. Насчет СТСа. Мы проигрывали с него начало, и игра складывалась таким образом, что у нас 0 киллов, у них там условно киллов 7, и мы при этом ничего не можем им сделать, потому что
СТС просто весь урон, который ты наносишь, перехиливает. И очень тяжело с него играть. Почему Беатрис в последней игре? Прекраснейший персонаж, который сейчас не является метовым, но при этом в сочетании с Навари она раскрывается по-другому и по сингл-таргет контролю. То есть вешается ульта Навари, залетает контроль, залетает бомбушки Беатрис, ульта, может быть, и другие ульты. Можно с Навари комбинировать снайпу плюс ее выстрел. То есть, и плюс она в целом по драфту хорошо заходила. Ойна был немного неприятным чуть-чуть, там продал одну карету и одного крипа, а в целом, просто прекрасно зашла. Я поздравляю вас с победой. Желаю вам удачи на Риаде. Спасибо. Спасибо. Болейте за Team Spirit.